Привет, друзья! Сегодня мы посмотрим на очередную новинку. Это набор 42081. Надпись Volvo пусть вас не смущает. Это не копийная модель, это некое творчество такое двух компаний, Lego и Volvo, фантазия на тему, каким мог бы быть фронтальный погрузчик будущего. Ну, видимо, он может быть таким. Модель выглядит круто, футуристично, брутально. Во многом, конечно, благодаря крутым колесам здоровым и крутому ковшу. Ну и вообще, в принципе, действительно, модель смотрится классно. Про сборку рассказать мне особо нечего, и это первый большой минус модели. В ней абсолютно нет никаких интересных механизмов, и сборка, но она откровенно скучная. Здесь самый сложный механизм — это рулевое управление, потому что в нем аж карданчика 2 поставили. Все остальное — это просто выдвижение актуатора, либо зубчатой рейки. И для набора Lego техник таких размеров это реально печально. Ну и раз уж про механизмы мне нечего рассказать, давайте перейдем к функциям. Во-первых, модель можно катать. Катается она очень приятно, очень легко, потому что никакой трансмиссии здесь нет. Просто колеса где-то на ступице. Ну, понятно, в будущем на каждое колесо по электромотору, и все в порядке. Здесь у нас ручка рулевого управления. Управляются все колеса, передние и задние. Угол поворота колес одинаковый. И эта проблема для такой большой модели. Это приводит к большим напряжениям. Колеса перекашивает. И если вот я по прямой легко толкаю модель, она едет, то поворот, толкай, не толкай, никуда она не поедет. Подвески модели нет, но за счет люфтов немножко, в принципе, задний мост так гуляет. Следующая функция, как написано на коробке, это подъем и опускание шасси. И это вызывает первый вопрос: зачем? Наверное, если бы это было связано с дорожным просветом, так бы и написали: увеличение дорожного просвета. Правда, непонятно тогда без подвески зачем это, чтобы легче переворачивался или что. В общем, совершенно непонятно. Это делается просто, вращается вот этой шестеренкой актуатор, и все. Вот мы подняли шасси зачем-то. Ну, надо отметить, что это занимает довольно много времени. Кроме того, все-таки какое-то усилие требуется, и шестеренка маловато, ее не очень удобно крутить. И здесь такие шестеренки маленькие на всех функциях, кроме рулевого. И вот эту вот шестеренку еще более неудобно крутить. Сейчас мы ее покрутим. Это опускание, вынимание ковша. Ну, погнали. Попробуем поднять. Очень неудобно и очень медленно. Вот максимальная высота. Точно так же видно, что просто мы крутим актуатор. И еще одна штука, которая тоже почти напрямую крутит актуатор. Вот эта функция работает, в принципе, с нормальной скоростью. Здесь нет никакой системы выравнивания ковша. Как вот мы его в каком положении зафиксировали. Сейчас посмотрим, вот он, допустим, так загружен. В таком он и останется при опускании. А ведь в Lego были нормальные погрузчики с правильной стрелой. Еще одна дополнительная функция — это перемещение противовеса. И тут тоже все сводится к банальному перемещению зубчатой рейки червяком. Хотя, наверное, здесь-то уж можно было сделать что-то интересное, чтобы эта позиция противовеса как-то зависела от того, в каком положении ковш, потому что это же для этого нужно. Там с загруженным ковшом противовес дальше, когда ковш пустой, противовес ближе.
Но здесь нет, это просто отдельная ручка, которую можно покрутить, и в контексте модели вообще как бы можно ее не крутить никогда, и ничего от этого не изменится. Абсолютно бесполезная функция. Ну, из детализации приятно, у нас здесь есть камера, вот это вот решение с кабелем прикольное. Вроде повертеть ей можно по-разному. Коптер, летающий вниз. И еще здесь есть, ну, должны были быть наклеечки с детализацией, в общем, типа какой-то отсек, наверное, аккумуляторный, скорее всего. Ну вот, в принципе, и все. Ну и какой тут можно по функциям-то, собственно, вывод сделать? А вот несколько лет назад тоже с Volvo Lego выпустила тоже фронтальный погрузчик. Там были... Во-первых, был поршневой двигатель с трансмиссией, и здесь этого нет. Там была подвеска, здесь ее нет. То есть, грубо говоря, две функции выпилили, и вместо них добавили совершенно непонятно зачем подъем шасси, и тоже совершенно непонятно зачем перемещение противовеса, потому что оно здесь не выглядит какой-то естественной функцией машины, и как бы это не Lego Техник. Ручки можно крутить и в System наборах, там всякие интересные есть вещи, даже в наборах Friends. А это ну, какая-то глупая совершенно функция, как бы что она есть, что ее нету. И получается, что по сравнению с предыдущим погрузчиком того же Volvo, это, ну реально это шлак. Функция, самая приятная функция это катать его. Благодаря большим колесам он классно ездит, он заезжает на препятствия. Вот катать его действительно в удовольствие. И функция неплохо работающая, разгрузка ковша. Подъем стрелы работает настолько медленно, я не с первого дубля записал это, и пока несколько раз поднимал, опускал стрелу, я реально устал крутить вот эту вот шестереночку. Один раз я эту ручку вот так вот отломал, потому что все-таки нагрузка при подъеме стрелы какая-то прилагается. Вот реально, как бы, зачем это все? Непонятно. Ну ладно, негатив негативом, ну, может быть, хотя бы по деталям здесь будет круто. Давайте посмотрим. Как самостоятельный донор он не очень. Здесь даже балок не так много, и некоторых длин балок то ли вообще нет, не помню, то ли совсем мало. Какое-то количество панелей, естественно, здесь присутствует, но набор такого размера, такой стоимости вряд ли будет браться на панели. Наверное, он будет рассматриваться как донор больших колес, ковша, новых ступиц, которые здесь есть. Ну, актуаторы, я не знаю, насколько это редкая деталь, у меня актуаторов много. Ну, а теперь вот такая вот информация для размышления. Я не поленился, посмотрел в интернете. На Бриклинке сейчас можно купить ковш за 100 рублей, покрышки сейчас стоят по 200 рублей, ступицы по 60 рублей. Ну, вы сами, да, посчитайте, что выгоднее купить этот набор под десяточку примерно, или купить отдельно 4 покрышки. По-моему, выбор очевиден. Вот не знаю, честно говоря, цена этого набора абсолютно не оправдана. И это еще один минус в копилку к тем уже, которые были. Такой огромный минусище, я бы сказал. Ну, таким образом, что мы имеем? Мы имеем круто выглядящую модель, без единого интересного механизма, которую можно просто, по сути, катать по полу. Ну, не обязательно по полу, просто катать. Прикольно, да, Lego Техник. Ну и с учетом его цены, его полезность на детали тоже крайне сомнительна. Ну и сейчас будет немного совсем субъективного мнения. В конце инструкции показано много каких-то набросков, прототипов к этого набора, которые были созданы на этапе проектирования. И это все вызывает у меня, конечно, вопрос, если не раздражение. Зачем? Вот зачем все это? Это какие-то понты дешевые, реально. Вот просто такую футуристическую модель, мне кажется, любой средний самодельщик соберет за несколько дней, ведь реального прототипа нет, бери и собирай, механизмов сложных нет. За несколько дней соберет и там за неделю сделает к ней инструкцию. Вот честное слово, сколько было потрачено ресурсов, времени, денег на создание этого набора. Это же просто дичь. Лучше бы они это не клеили сюда наклейки Volvo, написали, что это, не знаю, марсианский бульдозер будущего, и это было бы просто офигенно. Он бы стоил в 2 раза дешевле, а может быть и больше. Он бы от этого ничего не потерял во внешнем виде, потому что внешний вид реально крутой, но футуристическую вещь сделать несложно, какую-то прикольную. Ну а так, как бы, от этого сотрудничества что, какие-то новые прикольные детали появились? Нет. Какие-то механизмы? Нет.
Очень странно, реально, вот это просто бред какой-то. И если уж на то пошло, вот они сейчас новую пневматику, да, новый переключатель ввели в наборе 42080. Вот было бы, мне кажется, гораздо интереснее, если бы они вместо этих двух наборов пневматического и этого сделали какой-то копийный грейдер Volvo с новой пневматикой. Вот это был бы вообще огонь. Сделать такой флагман. А тут ресурсов потрачено масса, но абсолютно непонятно зачем. Вот зачем? Ну, даже играть нельзя нормально. Ну, на полку поставить и понтоваться, что это Volvo. Что-то я в этом мире не понимаю. Ну, вдобавок к основной модели здесь еще альтернативная модель была разработана. Это тоже типа беспилотный самосвал. И тут тоже вообще у меня вопрос глобальный. Тема ведь беспилотного какого-то аппарата, она совсем не раскрыта. Ведь когда аппарат без человека, это же масса преимуществ. Не нужны там никакие системы управления, да, там, если говорить там про космос, не нужны никакие системы жизнеобеспечения. А здесь просто, что вот у этого вот нарисовать кабину, и будет обычный фронтальный погрузчик. И самосвал то же самое, как будто просто спилили кабину и на ее место камеру поставили. То есть никакой фантазии на тему того, какие даст преимущества выпиливания человека из этой машины, вообще нету. Такое ощущение, что об этом просто забыли подумать. Ну ладно, напоследок я оставил, естественно, флагман 42082. Я надеюсь, что этот кран меня порадует. Ну, не так быстро появится обзор, потому что я хочу его не торопясь в удовольствие собрать. Ну, скоро появится, ждите. Пока!